Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим пищевые аллергии у собак. Почему они возникают, как их распознать и как с ними успешно бороться. Тема эта очень актуальна, так как согласно данных статистики, пищевая аллергия занимает третье место среди всех аллергических заболеваний собак. Но это сейчас, а дальше будет больше. Этому способствует много факторов. Это и плохая экология, и различные иммунодефициты, и генетические предрасположенности. Но особую угрозу возникновения пищевой аллергии собак несет некачественная и ненатуральная пища. Собаки, как и люди, все больше и больше потребляют корму ненатуральных, со всякими консервантами, красителями и прочими ешками. Но, увы, это реалии нашей жизни, от которых нам, к сожалению, в полной мере все равно никуда не деться, как бы мы ни старались это сделать. Хотя стараться надо. Пищевая аллергия у собак в зависимости от степени развития заболевания выражается по-разному. Это может быть и затрудненное дыхание, и сильный зуд, сыпь, и покраснение кожи, отиты, разлизывание лап, катание на попе. Также могут появиться жидкие выделения из глаз и носа, учащенное мочеиспускание и дефекация, десны приобретают синюшный оттенок. При более серьезных проявлениях аллергической реакции появляется отечность слизистых, а иногда других частей тела. Правильная постановка диагноза очень важна. От этого зависит успех борьбы с пищевой аллергией. Не надо только путать пищевую аллергию с пищевой непереносимостью. Это абсолютно разные вещи. Пищевая непереносимость – это когда организм не может усваивать те или иные продукты или их составляющие. Пищевая непереносимость может проявляться запорами, диареями, вздутиями живота, сыпью или другими проблемами кожи. Но это не пищевая аллергия. Чтобы разобраться в пищевой аллергии, напомню, что аллергия – это извращенная форма иммунного ответа при попадании в организм какого-то чужеродного антигена. Как правило, антигенами являются белки. Так вот, у животных с нормальной иммунной системой антигены нейтрализуются или удаляются из организма. А у аллергиков такие антигены уже вызывают воспалительную реакцию, которая сопровождается воспалением кожи, сильным зудом. Аллергию еще называют реакцией гиперчувствительности. При пищевой аллергии антигенами являются белки пищи. И не только белки, но и другие вещества, которые обладают свойствами антигена. Или приобрели свойства антигена в результате каких-то патологических изменений в организме. Например, при нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Ведь как происходит процесс переваривания пищи? Пища в виде больших молекул белков, жиров и углеводов при помощи ферментов расщепляется на более мелкие фрагменты, которые потом используются организмом как источник строительного материала и как источник энергии. Образно это можно сравнить с работой котельной, которая работает на дровах. Представьте себе котельную, в которую из леса привозят машинами всякую древесину в виде больших и маленьких бревен, которые здесь же распиливают на определенной длины поленья и которые потом попадают в топку котла. Так вот, если пилорама даст сбой и поленья будут разной длины, то поленья, которые подлиннее, будут выступать за пределы котла. И при горении будут выпадать из него. И все, что лежит рядом с котлом, будет гореть и дымиться. Вот так и в живом организме. Те молекулы белка, которые не были расщеплены ферментами до нормальной длины, будут выпадать из биологической топки организма. И так же, как горящие поленья, выпадающие из печки, будут разрушать ткани собственного организма, вызывая воспалительную реакцию и зуд. То, что мы называем аллергической реакцией или проявлением аллергической реакции. В здоровом организме при расщеплении пищи тоже не все белки расщепляются на мелкие части. Какая-то их часть, это достаточно незначительная часть, все равно не расщепляется. Но они не попадают в кровь благодаря многочисленным защитным барьерам, которые есть в организме. Сюда относятся и барьеры кишечника, и печеночный барьер, и нормальная работа иммунной системы. Если же в организме происходят сбои, нарушается работа ферментов, нарушается проницаемость кишечника, а также есть проблемы в работе печени, желчного пузыря и других органов, да плюс ко всему этому у животного еще имеется и какой-то иммунодефицит, то нерасщепленных белков в таком случае образуется значительно больше, чем в здоровом организме.
Кстати, причиной возникновения аллергий может быть и наличие различных паразитов в организме животного, например, глистов, которые выделяют токсины, которые сами по себе вызывают аллергию, но они также усиливают и аллергенность белков пищи. И тогда корм, который раньше не вызывал никаких проблем, никаких аллергических реакций, становится аллергенным. И в этом случае мы уже имеем две аллергии – паразитарную и кормовую. Так вот, когда в организме есть какие-то функциональные нарушения, то тогда эти белки, аллергены, беспрепятственно проходят и кишечный барьер, и печеночный барьер, и дальше с током крови разносятся по всем органам и тканям, в том числе попадают и в кожу, где и вызывают видимую картину аллергии, воспаления и зуд. Поэтому, если вашей собаке поставлен диагноз пищевая аллергия, то одной лишь исключающей или диагностической диеты, а также проведения симптоматической терапии будет явно недостаточно, чтобы от нее избавиться. Для успешного лечения пищевой аллергии надо обязательно провести тщательную диагностику работы всего пищеварительного аппарата собаки, и печени, и желчного пузыря, и поджелудочной железы. Возможно, там кроется основная причина возникшей пищевой аллергии. Обязательно надо проверить состояние иммунной системы. И только получив всю необходимую информацию о работе этих органов и систем, надо будет провести терапевтическую коррекцию их работы, наряду с проведением диагностической диеты и симптоматическим лечением признаков аллергии. Только при проведении такого комплекса лечения можно полагаться на успешный результат борьбы с пищевой аллергией. Других вариантов нет. В следующих видео я обязательно остановлюсь и на других важных аспектах при лечении пищевой аллергии собак. Здесь очень много интересных моментов. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подключайтесь на наш канал и до новых встреч!